Ortaya çıkandan değil, çıkmayandan kork hayatta. Bakın kimse zarar görmeyecek. Ne bebek ne de anne. Benim gördüğümü umarım bir gün sen de görebilirsin. Ne olursa olsun aklıma geliyor işte. Ya her şey farklı olsaydı diyorsun. Eğer ortaya çıkacak şey yakıp kül edecekse her yere, gizli kalması daha iyi değil mi sence? Что будет в новом сезоне сериала Елы Чапкины? Что будет после того, как Сейран забеременеет в новом сезоне? Вернется ли Невра в сериал в новом сезоне? Будет ли Невра конкурировать с Сейраном и Феритом в новом сезоне? Все это и многое другое есть в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто хочет, чтобы Сейран забеременела в новом сезоне, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свой номер. Прежде всего, с нетерпением ждут новый сезон сериала Елы Чапкины. В конце первого сезона сериала Ферита застрелили, и Сейран плакала из-за Ферита. В конце второго сезона, на этот раз Сейран потерял сознание из-за болезни, и Ферит плакала перед Сейраном. После того, как первый сезон прошел отлично, второй сезон начался не так, как хотелось, и эта плохая ситуация отразилась на рейтингах. Так что стартовая история второго сезона оказалась явно не такой, как ожидалось. Это помешало появлению популярной истории и сценария. Финал второго сезона на самом деле был неплохим, в отличие от неудачного сезона. Итак, второй сезон сериала Елы Чапкины хоть и начался плохо, но закончился по хорошему сценарию. В финале второго сезона все враги были схвачены, Архан не умер, а вернулся с сюрпризом, а в последней сцене Сейран внезапно потерял сознание. Что касается третьего сезона, то я определенно не думаю, что третий сезон начнется плохо. Итак, хотя второй сезон начался не так, как ожидалось, я думаю, что третий сезон начнется так, как ожидалось. Прежде всего, больше не будет никого, кто попытается помешать любви Сейрана и Ферита. Потому что в этот момент мы услышим новости о беременности от Сейран. Когда Сейран забеременеет, любовь Ферита и Сейрана станет еще сильнее. Таким образом, ни один член семьи не сможет встать на пути их любви. Другими словами, мы больше не увидим событий типа «давайте разлучим Сейран и Ферит» или «позволим Сейрану и Ферит развестись», которые мы видели в прошлом сезоне. По этой причине Ферит и Сейран будут бороться сначала за своего ребенка, а затем за свой новый бренд. Ферит, которая услышит новость о беременности от Сейрана, будет очень рада этой новости. Ферит будет очень рад, когда избавится от врагов, Сейран не умрет, а если этого мало, то узнает, что у него будет ребенок. Услышав новости о беременности от Ферит Сейран, они будут работать с Сейраном над своим новым брендом ради будущего своего ребенка. Ферит воспользуется этой возможностью и примет меры для повышения узнаваемости своих брендов, поскольку его дедушка сейчас ушел из бизнеса и передал дела компании Архану и Кае, а также Архану. Другими словами, ни его отец, ни его дедушка не помешают Фериту основать этот новый бренд. Напротив, они скажут, что новый бренд принесет пользу их будущему. Таким образом, Ферит и Сейран без особого труда создадут свой новый бренд. Затем, пока Ферит шаг за шагом будет радоваться появлению своих новорожденных и развитию своих брендов, у этих брендов появятся серьезные конкуренты. Одними из этих соперников будут и Невра, и ее дядя, о котором Невра всегда говорит. Так что, на мой взгляд, единственной семьей, которая могла бы создать проблемы Фериту и Сейрану относительно их бренда, была бы семья Невра. Несмотря на то, что Невра покинет сериал, она может вернуться в более поздних эпизодах нового сезона с таким сценарием. Но в этой части особенно хочу сказать, что Невра не будет интересоваться Феритом. Напротив, его заинтересует бренд, который он основал вместе с женой Ферита Сейран. Таким образом, хотя Невра продолжает держаться в стороне от Ферит, новости и рынок будут знать о существовании недавно созданного и растущего бренда, подобного гиганту. Невра захочет связаться с владельцами этого недавно созданного бренда,
поскольку он будет лучше, чем бренд, основанный ее семьей. Прямо в этой части Невра узнает, что этот недавно созданный и очень популярный бренд принадлежит Фериту и Сейрану, то есть Карханлару. Отныне Невра будет иметь дело с брендом, созданным Феритом и Сейраном, и не желает, чтобы этот бренд рос. На этом этапе мы будем наблюдать за конкуренцией между брендом Аклуирт, принадлежащим семье Невра, и новым брендом Каурхан, основанным Феритом и Сейраном. Я уверен, что такой сценарий привлечет много внимания и будет очень увлекательным. Короче говоря, даже если Невра вернется в сериал, нового дела Пелена не будет. Наоборот, мы будем смотреть фирменный бой-сейфер Невра Аклуирт. Другими словами, Невра не будет соперницей Сейрана, а наоборот, она будет соперницей семьи Корхан. Короче говоря, на заднем плане мы увидим борьбу семей за власть. Впереди мы станем свидетелями того, как бренды, которые Сейран и Ферит основали вместе, конкурируют с брендами, которые их не любят. Другими словами, Невра не будет новым Пелином и не будет стремиться заполучить Ферита. Все, чего хочет Невра, это разрушить репутацию Карханов и доказать, что они лучше их. Конечно, благодаря сильным действиям Сейрана и Ферита Невра не сможет легко получить то, что хочет. Таким образом, когда Сейран и Ферит покинут особняк, они будут действовать как деловые партнеры и попытаются получить власть с помощью своего нового бренда. Когда Сейран и Ферит уйдут с работы и вернутся в особняк, у них будут такие милые отношения мужа и жены, которых мы вполне ожидаем. На самом деле, поскольку Сейран будет беременна, любовь между Ферит и Сейран вырастет еще больше. Как вы думаете, как могли бы называться новые бренды Сейрана и Ферита? Пожалуйста, не забудьте написать свои мысли по этому поводу в разделе комментариев. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео. Sürpriz olmasın yani. İyi, beraber gördük maşallah. İyi akşamlar, hoş geldiniz diyelim. Yetiştirelim. Aynen. Çok kısa konuşabilir miyiz? Sizin En yıllar güzeli boyu- beklenen an, hani birlikte sonunda görüntüledik diyelim. Yani ama öyle bir geldi. Yok, biz var ya Akif'le birlikte 20 saat boyunca röportaj yapabiliriz. O zaman şöyle yapalım. Birlikte görüntüledik, birlikte fotoğraf gelir. En çok beklenen ve merak edilenleri soralım, bırakalım. Müthiş hayran kitlesi arkadan görüyorsunuz zaten size karşı. Sede Afran fanları, Seyfar fanları. Yalnız başka bir yere gidecek gibi. Daha geniş çalış, daha geniş gör. Tatil nasıl geçti o zaman? Çok kısa konuşalım. Tatil nasıl geçti? Evet, tatili soralım. Ya bir fotoğraf paylaştınız sizden. Hop oraya girme. Oraya girme oraya. Bir fotoğraf paylaştın. İnanılmaz derecede büyük bir etkileşim. Afra Hanım'ın yazar dönüşümü geldi. Bir şey Çok Yok ama böyle bir şey hiç görülmedi bu arada. Magazin tarihinde ilk kez yaşanıyor. Yani havaalanı bu kadar büyük bir hayran kitlesi. Çok kısa Afra Hanım'la fotoğraf çektim. Ben bir seni ne konuşmaya çok kısa konuşalım. Yeni sezon öncesi bir tatil. Dinlenebildin mi? Aynen dinlendik işte. Tatlı dinlendik. Süper. Şimdi işler güçler. Süper. Bir dedikodu bile çıktı eski oradayken ya. Evleniyorlar diye yazdılar bir anda böyle bir yangın yeri oldu ortalık. Ufuk'ta var mı evlilik soralım o zaman senden. Peki Afra'yı da bekleyelim. İster diyelim. Aynen. Emre Altı da dönmüş diye tekrardan. Döndü, o da döndü. Yani her şey bildiğim gibi. Mükemmel. Oh. Afra da geliyor. Böyle bir şey yapalım. Centilmen erkek diyor bak orada. Evet. Şöyle gelelim. Ben kayıttan çıktım, burası sizde. yeni rotalar yapıldı mı diye soracaktık da. Göcek'te görebilecek miyiz sizleri? İyi geceler. Görüşürüz, dikkat edin kendinize. Yalan.
Gördüğün gibi. Bırakmadı da o da orada aslında ya seni korumaya mısın? Yok yok. Yok orada bizi almaya çalıştı da bugün çok geldi. Bir seslenelim durduralım. Şimdi bir bak Bekliyor şu an. asansörü bekletiyor. Centilmen erkeğimiz hemen ona da soracağız. Tatil güzel değil. Yeni rota var mı? Yeni rota var mı? Gelecek misiniz bir yere? Belli değil vallahi şu an. Vallahi belli değil. Yeni rotalar yapıldı mı diye soracaktık da. Göcek'te görebilecek miyiz sizleri? Что будет в новом сезоне сериала «Елы Чапканы»? Каких имен не будет в сериале в новом сезоне? А какие персонажи покинули сериал? Что будет с Сейраном в новом сезоне? Или Сейран действительно умрет? Какие шокирующие детали были упущены в финале сезона? Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто хочет, чтобы Сейран не погиб и был в новом сезоне, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свой номер. Во-первых, сериал завершился очень хорошим финалом сезона. Особенно большим сюрпризом для всех стало возвращение Архана в сериал, которое было первым в истории сериала. И если возвращение персонажа Архана удивило сначала зрителей, а затем и героев сериала, то падение и обморок Сейрана в последней сцене всех очень огорчили. В то время как Ферит только что воссоединился со своим отцом и избавился от своих врагов, не успел он даже порадоваться, как Сейран оказался на грани смерти и даже услышал, что Сейран заболел, что его разочаровало. Прежде чем раскрыть тему Сейрана, давайте вкратце поговорим о персонажах, покинувших сериал. Истории многих имен закончились в финале сезона, и большинства из этих имен не будет в новом сезоне. Во-первых, мы уже слышали, что Мизиди был убит лично. Итак, во-первых, Мизиди в новом сезоне не появится. Поскольку история Шехмуза закончилась, актер, играющий роль Шехмуза, объявил в своем аккаунте в социальной сети, что попрощался с сериалом. Так что Шехмуз в новом сезоне участия точно не примет. Уход Таяра из сериала до того, как можно было бы изучить историю его связей с Эсми, оставил в памяти вопросительный знак. Потому что у Таяра с Эсми была другая связь из прошлого. Эта связь между ними касалась даже Суны. Но история Таяра закончилась без особого упоминания этого вопроса. По этой причине персонаж Таяр не появится в новом сезоне. Но я думаю, что Таяр может вернуться снова ближе к середине третьего сезона сериала, в зависимости от сценария. Если бы он не вернулся, было бы доказано, что он был убит лично. Актеры, играющие персонажей Тарика и Софета, объявили о своем прощании с сериалом в своих аккаунтах в социальных сетях, как и актер, играющий персонажа Шехмуза. Это значит, что ни одного из этих двоих в новом сезоне не будет. Но я думаю, что персонаж Тарика может снова появиться ближе к концу третьего сезона, поскольку он немного более популярен. Если вы помните, Тарик вернулся в сериал в прошлом сезоне после первого сезона. Но когда Тарик вернулся в сериал, он сказал, что его дедушка Софет Ага умер. Если Тарик вернется в сериал в третьем сезоне, думаю, он сможет сказать, что на этот раз его брат Софет мертв. Таким образом, Тарик может в последний раз ненадолго вернуться в сериал один. Было любопытно, будут ли Пелин и ее мать Зеррин в новом сезоне. Бучи Буси Кахраман, которая играет роль Пелин, объявила в своем аккаунте в социальной сети, что ее история в сериале окончена. В то же время Бучи Буси Кахраман, играющая роль Пелин, подписала соглашение с новым сериалом на новый сезон. По этой причине персонаж Пелин точно не появится в новом сезоне сериала «Елы Чапкины». Персонаж Пелин попрощалась с сериалом, отправившись в Лондон. Мать Пелин, Зеррин, попала в сериал из-за ее сценария с Казымом. Теперь, когда в сериале закончилась история Пелин и Шехмуза, и, наконец, завершился сценарий любви Зеррин и Казыма, я думаю, что персонаж Зеррин покинул сериал, и нового сезона не будет. За исключением упомянутых мною имен, они продолжат появляться в новом сезоне сериала. Что касается Сейрана, то в последней сцене Сейран упал и потерял сознание, сильно шокировав Ферита, а затем и всех остальных. Так что же будет с Сейраном, и действительно ли Сейран умрет?
поскольку в начале 3-го сезона история будет возобновлена, с Сейраном ничего не случится. Сейран некоторое время пробудет в больнице из-за сильного стресса и недавних событий, а затем вернется исцеленным. Так что болезнь Сейрана не будет прогрессировать дальше. Именно в этой части, пока все думают, что Сейран умрет, узнается, что Сейран беременна. Для Сейрана, который этим очень удивлен, все начнется сначала. Таким образом, Ферита и Сейрана ждет новое путешествие. Сейчас мы увидим первые плоды любви пары Ферит и Сейран, которые ради своей любви претерпели все. Итак, мы услышим, что в новом сезоне у Сейрана и Ферита родится ребенок. Таким образом, пара Сейран и Ферит, преодолевшая все трудности ради своей любви, на этот раз будет бороться со всем и вся ради своего малыша. Другими словами, в новом сезоне с Сейраном ничего не случится и Сейран не умрет. Теперь мы станем свидетелями того, как любовь пары Ферит и Сейран достигает своего апогея. Кроме того, обычно в финале сезона приходится давать много спойлеров к новому сезону. Но финал этого сезона был выполнен в стиле финала. Потому что большинство историй сериала подошли к концу, и в новом сезоне нас будут ждать совсем другие приключения и совершенно новая история. Наконец, не забудьте написать в разделе комментариев свои вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы я ответил в нашем следующем аналитическом видео. Итак, на эти вопросы я подробно отвечу в следующем видео. Итак, что, по вашему мнению, может ждать нас в новом сезоне? Пожалуйста, не забудьте написать свои мысли по этому поводу в разделе комментариев. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео. Что будет в новом сезоне сериала «Елы Чапкины»? Будет ли таймскип в новом сезоне? Какая история нас ждет в новом сезоне? Когда начнутся съемки нового сезона? И когда дата нового сезона? Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем приступить к нашему видео, те, кто хочет, чтобы новый сезон начался немедленно, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы узнали свой номер. Прежде всего, команда серии «Елы Чапкины» ушла в отпуск после финала сезона. Команда, вероятно, соберется вновь в середине августа, а съемки нового сезона начнутся на 2-й или 3-й неделе августа.
Ожидается, что первая серия 3-го сезона сериала начнется в пятницу, 13 сентября, хотя это не точно. Обычно сериал мог бы начаться даже раньше указанной мной даты. Однако, поскольку к новому сезону сериала будет написана новая история, и в то же время новый сценарист сериала пока неизвестен, сериал стартует не очень рано. Потому что с окончанием прошлого сезона сценарист Мехмед Барыш Гунгер, написавший сценарий первых серий сериала, а затем в начале второго сезона уступивший свое место другим сценаристам и вновь занявший должность сценариста после середины сезона, на этот раз полностью покинул сериал Елы Чапкины. По этой причине сценарий нового сезона сериала напишет другое имя. В этой части не был согласован новый сценарист. Когда к команде сериала присоединится новый сценарист, начнется написание сценария нового сезона. Таким образом, мы увидим влияние нового сценариста в сюжете нового сезона. В прошлом сезоне многие актеры попрощались с сериалом, и в сюжете сериала произошли изменения. Поэтому в новом сезоне нас будет ждать другая история. Тем более, что этот сезон может оказаться последним, история затянет нас еще немного. Так что теперь мы увидим сцены и сценарии, которые нам нравятся больше. Думаю, нас ждут очень хорошие события, особенно на этом участке, на Сейранском и Феритском фронте. В финале сезона по этому поводу был дан лишь очень незначительный спойлер. Хотя Сейран потерял сознание в последней сцене финала сезона, эта проблема с болезнью скоро закончится в новом сезоне. На самом деле, я хотел бы рассказать вам о таком сценарии. Причина, по которой в финале сезона не были приведены спойлеры к новому сезону и закончилась история многих персонажей сериала, может быть связана с прыжком во времени. Итак, мы можем увидеть большой скачок во времени в сериале уже в первой серии нового сезона. С этим пропуском времени начинается новая история. Благодаря этому пропуску времени Сейран, возможно, выздоровела от болезни и даже стала свидетелем новых событий, касающихся беременности. Особенно после этого таймскипа в финале сезона, о котором я только что упомянул, могли быть спойлеры. В финале сезона Ферит сказал в одной из сцен: «Отныне мы с моей женой создадим собственный бренд». Как вы знаете, у Карханов есть бренд, носящий только имя Халиса Кархана. По этой причине, поскольку Ферит теперь хочет занять место своего деда и возьмет на себя бизнес, он вместе с Сейраном создаст свой собственный бренд. Если помните, этот вопрос кратко упоминался еще во времена Невра. Конечно, Сейран и Ферит в тот момент были в плохих отношениях. Теперь, я думаю, мы увидим выход на рынок совместного бренда Сейрана Кархана и Ферита Кархана. Итак, после таймскипа в сериале Сейран выздоровеет и будет работать на их бренд с Ферит. Думаю, новая история будет именно в этом направлении. Учитывая, что рейтинги сериала сильно упали, ожидаемые нами хорошие сценарии будут написаны и история будет развиваться в этом направлении. Фактически по этой причине вопросы Тарика и Сафета, Таяра, Шехмуза, Мизиди и Пелина подошли к концу. Сейран и Ферит больше не будут заниматься подобными событиями мести или мафии. Хотя есть некоторые интриги из-за Ифаката, Сейран и Ферит будут заниматься как своим брендом, так и новым членом семьи, малышом Карханом. Конечно, я думаю, что Невра было бы правильно вмешаться в эту часть и стать соперником Ферита и Сейрана, тем самым еще больше усилив ажиотаж. Конечно, это тема другого видео. Подробнее об этом инциденте я расскажу в другом видео. Подводя итог, сценарий нового сезона еще не написан, и не верьте всему, что говорят о новом сезоне. Если по сериалу будет хоть малейшее развитие, мы поделимся им с вами как в наших видео, так и в прямых эфирах. Наконец, не забудьте написать в разделе комментариев свои вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы я ответил в нашем следующем аналитическом видео. Итак, на эти вопросы я подробно отвечу в следующем видео. Итак, как вы думаете, Невра сможет вернуться в серию, чтобы составить конкуренцию Сейрану и Фериту? Пожалуйста, не забудьте написать свои мысли по этому поводу в разделе комментариев. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео.
Sir, peace. Какую правду узнал доктор о Сейране? Или Сейран беременна? Уйдет ли Пелин из сериала? Каким будет большой шаг нового врага? Действительно ли Акын и Мезиди мертвы? И какие шокирующие детали были упущены из виду в последнем эпизоде? Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто желает, чтобы Сейран беременна, не должны забыть поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свой номер. Прежде всего, многие события, о которых мы говорили в этом последнем эпизоде, оказались правдой. Прежде всего, с Карханами вместо Акына и Мезиди будет разбираться отец Акына Таяр, Дарук будет использовать специальные кадры с Асуманом, а самое главное, Фазилет Корхан и Ифакат, который нигде не связан с Ифакатом, и о котором вы слышали только на этом канале. Мы впервые рассказали о загадочном происшествии между ними и многих других событиях, которые мы не можем сосчитать. В наших следующих видео мы продолжим рассказывать вам об очень важных событиях, о которых вы больше нигде не услышите. Давайте сначала перейдем к новым и помпезным разработкам, о которых вы узнаете отсюда. Когда Сейран вернется домой после непродолжительного лечения, события начнут усложняться еще больше. После того, что его мать сделала с Сейраном, Акын больше не выдержал и рассердился сначала на мать, а затем на себя, поэтому персонаж Акына попрощался с сериалом, умерев. В этой части Акын фактически покончил с собой из-за доброй воли, которую он оставил внутри себя, и для того, чтобы не стать еще более злым. Акын сдержал свое обещание, данное Сейрану, застрелив сначала свою мать, а затем себя. Таким образом, он больше не мог причинить вред Мезиди, Сейрану и Фериту. Как я уже сказал, Акын погиб в результате этого происшествия, но Мезиди, вероятно, не умер. Потому что отец Акына сказал, что, пока он хоронил Акына в могиле, Мезиди закричала, увидев его. Значит, Мезиди еще жив. Но в этот момент Мезиди очень боится своего мужа Таяра. Таяр, вероятно, худший из худших. Итак, хотя все боятся Мезиди, на самом деле Мезиди боится своего мужа Таяра. Обнаружив, что Таяр Мезиди серьезно ранена, он держит ее под контролем для лечения. Фактически, в этой части Таяр может пытать Мезиди, говоря, что Акын умер из-за Мезиди. Потому что сам Таяр сказал, Мезиди сильно кричит, когда видит меня. Отсюда мы понимаем, что Мезиди пытает Таяр. Таяр не только возложит на Мезиди ответственность за смерть Акына, но и станет новым врагом Карханов, чтобы отомстить за Акына. Вот почему Таяр отправил Фериту странное сообщение. Начиная со следующего эпизода, Таяр станет новой бедой для Карханов и воплотит в реальность то событие, о котором я говорил с самого начала. По словам Таяра, Акына, ближе к финалу сезон станет причиной смерти великого имени. Это название постепенно становится понятным. В последних видеороликах, опубликованных на нашем канале, мы объявили вам, что эти три имени прощаются. Так что либо Хаттуч, либо Эсми, либо Кая умрут и попрощаются с сериалом. По мере того, как мы шаг за шагом приближаемся к финалу сезона, я думаю, что одно из этих имен обязательно умрет. Один из этих людей должен умереть, чтобы Таяр отомстил.
Но Таяр заявил, что мог бы сделать это по-другому. Тогда Таяр сказал Фериту: «Ты должен мне ребенка». Это означает, что Таяр может иметь еще одного ребенка. Хотя в этой части все думают о Сейран, я думаю, что она может быть дочерью Суны Таяр. Потому что мы слышали, что у Эсми было прошлое до Казима. Это может быть связано с Тейром в прошлом. Другими словами, у Эсми, возможно, была история с Тейром до Казима, а Суна родилась вскоре после того, как она вышла замуж за Казима. Что касается Эсми, я думаю, что в этот момент она всегда скрывала, что Суна не дочь Казима. Впоследствии он родился в Сейране. Поскольку Сейран моложе Суны, отцом Сейрана определенно Казым. Так что отцом Сейрана не может быть Таяр или кто-то другой. Есть большая вероятность, что отцом Суны может быть Таяр. Вот почему Таяр, возможно, сознательно сказал Фериту: «Ты должен мне ребенка». Тем более в этот момент он также заявил, что очень хочет иметь дочь. Другими словами, тот факт, что Таяр хочет иметь дочь, что она говорит Фериту: «Ты должен мне ребенка», и что у Эсми есть прошлое до Казима, приводит нас к возможности того, что Суна – дочь Таяра. Наконец, позвольте мне поделиться с вами той деталью, которую никто не замечает. Когда Суна вышел после разговора с Пелином, гадалка Фикри позвонила Суне и сказала Суне: «С тобой случится какое-то большое событие или беда». В этом случае отцом Суны может оказаться Таяр. Думаю, в новом эпизоде в этом отношении будут еще более удивительные события. Что касается Сейрана, доктор заметил, что в отношении Сейрана произошло важное событие. Врач сказал о Сейране, как они не заметили этого раньше, и если бы они не пришли в больницу, возможно, было бы уже слишком поздно для всего. То, что доктор хочет сказать в этой части, на самом деле не касается беременности Сейран. В этот момент, судя по боли в животе Сейрана, врач понял, что у Сейрана на самом деле серьезное заболевание, даже рак. Однако, поскольку поставлен ранний диагноз, с Сейран ничего не случится, и она выздоровеет после определенного лечения. Так что сейчас, я думаю, Сейран не сразу забеременеет и узнает, что она больна. Уйдет ли Пелин из сериала? После того, как Шехмус узнал от Суны, что сделали Пелин и Перил, он сказал, что отправит Перила и Пелина в Лондон. Итак, можно сказать, что пришло время попрощаться с персонажем Пелина. Думаю, с персонажем Пелина мы попрощаемся уже со следующей серии. Пелин покинет сериал, отправившись в Лондон. Однако, как мы говорили в видеороликах, которые мы сделали о Пелин на этом канале, персонаж Пелин может вернуться снова, если она покинет сериал до своей смерти. По этой причине персонажу Пелина приходится попрощаться с сериалом, умерев, чтобы никогда не вернуться. Но, к сожалению, в последней серии было сказано, что Пелин покинет сериал, отправившись в Лондон. Вот и закончился этот сезон для Пелина. Неясно, вернется ли он снова в следующем сезоне. Наконец, не забудьте написать в разделе комментариев свои вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы я ответил в нашем следующем аналитическом видео. Итак, на эти вопросы я подробно отвечу в следующем видео. Итак, как вы думаете, Кая, Эсми или Хаттуч умрут? Пожалуйста, не забудьте написать свои мысли по этому поводу в разделе комментариев. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Кингфишер, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео. Hiç yapmadığın şey sanki. Zamanında fazilet için ne dediler? Oğlunun acısına dayanamadı, göçüp gitti dediler değil mi? Bu da aynı hesap olacaktı. Ama bir daha elimi kana bularsam o cadı için yapmam. Выгонят ли Асумана из особняка? Будет ли раскрыто, что Ифакат убил Фазилет Кархана? И почему Ифакат сделал это? А ответ на самые любопытные вопросы, которые вы задавали в комментариях. Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто говорит, что Ифакат не должен возвращаться в особняк, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свой номер. Прежде всего, как мы упоминали в нашем последнем видео, несколько недель назад мы сказали, что Ифакат убил Фазилет Кархана. Итак, пока всем было интересно,
какая связь между Фазилетом Карханом и Ифакатом, мы, как первый и единственный канал, говорили вам об этом вопросе ровно 1 месяц назад. Однако, как известно, после того, как его выгнали из особняка, гадалка отправилась в дом Фикрии. В этом последнем эпизоде, пока Ифакат и гадалка Фикрии разговаривали, мы узнали, что так же, как Суна в настоящее время консультируется с гадалкой, Ифакат также консультировался с гадалкой в прошлом и сделал много ходов с помощью гадалки. Гадалка снова объяснила Ифакат одно за другим, что ей нужно было сделать в этом последнем эпизоде. Однако в этой части гадалка Фикрии рассказала о невероятном происшествии, разговаривая с Ифакатом. Гадалка Фикрии сказала, что у Ифаката были проблемы в прошлом и что он убил Фазилет Корхан, жену Халиса Аги и первую леди особняка. Итак, что же произошло между матерью Архана и женой Халиса Аги, Фазилет Корхан, и Ифакатом? Почему Ифакат убил Фазилет Кархана? В то же время, в этом последнем выпуске мы впервые услышали очень важную тему о Фазилет Ханым и Ифакат, покойной жене Халиса Аги, из нашего видео от 26 марта 2024 года, и матери Архана. Так, впервые в сериале так много упомянули Фазилет Корхан. Особенно мы слышали, что Фазилет Корхан не ладил с Ифакатом и даже победил Ифаката. Даже сама Фазилет Корхан, возможно, стала причиной того, что Ифакат стал таким человеком. Другими словами, Ифакат, возможно, была наполнена таким большим количеством зла из-за того, что она увидела от Гэжи Фазилет. На самом деле, я думаю, что такой сценарий вполне возможен. Между Ифакатом и матерью его жены Фазилет Корхан были большие разногласия. Одной из таких проблем может быть любовь Архана и Ифаката. Другими словами, Фазилет Корхан узнала об отношениях Ифаката с Арханом, и, возможно, именно поэтому она позаботилась о том, чтобы у Ифаката были плохие дни. Однако Ифакат, возможно, убил Фазилет Корхан, чтобы положить конец этим плохим дням, и стал единственной хозяйкой особняка. Короче говоря, смерть Фазилет Корхан в то время, когда она и Ифакат находились в таком тревожном периоде, очевидно, вызывает большие подозрения. Итак, я думаю, что Ифакат стала причиной смерти своей свекрови Фазилет Корхан. Не зря в последнем выпуске эта тема была специально затронута. В следующих выпусках мы услышим больше об этом вопросе и о прошлых семейных тайнах Карханов, о которых мы не знаем. На самом деле Ифакат принимал участие во многих других подобных мероприятиях. По этой причине Ифакат является ключевым именем с точки зрения семейных тайн Карханов. Я думаю, что теперь будут больше обсуждаться такие вопросы, как его умершая жена, пропавший ребенок и Фазилет Корхан. Потому что до финала сезона осталось всего несколько серий. По этой причине существуют тайные загадки, о которых мы пока не знаем и даже не можем догадаться, которые прольют свет на следующий сезон и раскроются в финале этого сезона. Итак, как мы уже говорили, Ифакат лично стал причиной смерти матери своей жены. Нелегко раскрыть, что это сделал Ифакат. Потому что теперь все думают, что Фазилет Корхан умерла от старости, и только гадалка Фикрии знает, что это сделал Ифакат. Я думаю, гадалке Фикрии нелегко кому-либо рассказать об этом, а если бы и рассказал, то, наверное, уже рассказал бы об этом. Но на данный момент, я думаю, Суна может каким-то образом узнать об этом инциденте от гадалки, и когда он узнает, Суна сам положит конец Ифакату. Как я упоминал в нашем видео, которое мы сделали 1 месяц назад, подобных мероприятий Ифаката существует еще много, и о некоторых из них мы не знаем. По этой причине персонаж Ифаката – это персонаж, который не закончится легко. Но ближе к концу сезона мы, возможно, услышим больше о Фазилете Кархане. Возможно, в следующем сезоне мы даже сможем увидеть прошлые сцены Фазилет Корхан перед ее смертью. Потому что, как я всегда говорю, у Карханов много семейных тайн, которых мы пока не знаем. Я думаю, мы изучим это вместе с госпожой Фазилет. Например, в сцене из прошлого мы можем увидеть сцены, где Фазилет Корхан побеждает Ифаката, а также причины. Я просто хочу сказать, запишите это где-нибудь. Сначала мы рассказали вам об амбическом сценарии о Даруке и Асумане, о котором вы больше нигде, кроме Ифаката, не услышите. В этом последнем видео мы сказали, что Даруку пора отомстить. Любовь Асумана и Дарука развивается по ходу эпизода. Но, как вы знаете, Дарук пользуется Асуманом. Он даже записал на камеру изображение себя и Асумана.
Отсюда мы уже поняли, что Дарук был человеком со злыми намерениями. В этом эпизоде, после похищения Сейрана, Дарук также попал в число подозрительных имен и был задержан, как и Сёртер. Фактически самого Дарука схватили силой и подвергли пыткам. Но Дарук действительно ни в чем не был виновен в отношении Сейрана. По этой причине Дарук захочет привлечь Карханов к ответственности за это после того, как инцидент с Сейраном закончится. Таким образом, Дарук будет и дальше развивать свои отношения с Асуманом и использовать свои образы с Асуманом как отличный козырь. Я думаю, что Дарук, который захочет использовать эти изображения только для того, чтобы угрожать Асуману в этой части, теперь будет использовать эти изображения, чтобы нанести ущерб репутации Кархана. Таким образом, Дарук захочет отомстить Карханам этими изображениями. Другими словами, в этот момент персонажа Асумана будут ждать опасные и сложные события. Асуман столкнется со своей семьей из-за Дарука. Таким образом, Дарук нанес Карханам большой удар и отомстил. Но Карханы заставят Дарука еще больше заплатить за то, что он сделал. Асуман продолжит оставаться в особняке и постарается какое-то время держаться подальше от всех. Но хотя вначале все считают Асумана виновным, со временем все поймут, что Дарук воспользовался Асуманом, и согласятся с Асуманом. Чтобы не пропустить наши новые прогнозы сценариев взрыва, которых больше нигде нет, например, наши точные прогнозы об Ифакате и Фазилете Кархане, Даруке и Асумане относительно сериала «Елы Чапканы», я рекомендую вам подписаться на наш канал и включить все уведомления. Итак, какие еще секреты, по вашему мнению, могут быть у Ифаката или Кархана, о которых мы не знаем? Пожалуйста, не забудьте написать свои мысли по этому поводу в разделе комментариев. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео. Zerrinle yaptığın işbirliği yüzünden bu hale geldiğini de söyle. Ama Allah aşkına yapma. Kulun gören olayım, yapma, yalvarırım, yapma. Artık kimseye güvenemeyeceğim mi ben bu evde? Orhan, bir şey yapmamız lazım. Каким будет новый план Ифаката? Или Ифакат покинет сериал? Кто новый актер, присоединившийся к сериалу? И какое влияние это окажет на сериал? Ответ на самые любопытные вопросы, которые вы задавали в комментариях. Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто рад, что Ифаката выгнали из особняка, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать наш номер. Прежде всего, давайте поговорим о новом персонаже, присоединившемся к сериалу. Назми Кырык присоединилась к сериалу «Елы Чапкины», где действие и волнение достигли своего пика в последней серии. Назми Кырык, один из успешных актеров, сыграет в сериале роль Таяра, отца Акына и мужа Мизиди. После того, что Акын и Мизиди сделали с Сейраном в последней серии, Карханы отомстят Сейрану. Затем отец Акына, который узнает об этом, предпримет действие, нацелившись на Карханов, и захочет отомстить Карханам. Так что вместо Акына и Мизиди Карханами будет заниматься Таяр. До финала сезона осталось всего несколько серий, и несколько имен попрощаются с сериалом. Среди них будут прощания от Кархана, Шанлыса и семьи Акына. Так что проблема Акына на данный момент не закончится. Этот выпуск будет продолжаться до финала сезона. С одной стороны, с включением в сериал отца Акына Карханов ждут большие опасности, а с другой стороны, с изгнанием Ифаката из особняка у Карханов возникнут новые и большие проблемы. После того, как Ифакат был пойман вместе с Шехмузом и изгнан из особняка, Фальджи отправился в Фикри. Ифакат, которому также помогает гадалка Фикри, заставит Карханов заплатить за это высокую цену. Ифакат примет меры, воспользовавшись тем, что Карханы решают проблему Акына. Однако в этой части это вызовет события, которые нас шокируют. Прежде всего, Ифакат вступит в союз с врагом Карханов. Таким образом, у него появится большой козырь. Итак, сопровождение Дарук может заключить соглашение с Шехмузом или отцом Акына и отомстить. Самым логичным вариантом в этом разделе может стать Дарук. В наших предыдущих видео я говорил, что Дарук отомстит за то, что его похитили и пытали Карханы без всякой причины. Другими словами, единственная цель Дарука – Асуман, но теперь его главной целью станет Корханс. Узнав об этом, Ифакат заключает соглашение с Даруком,
и они смогут поразить Карханов оттуда, откуда они этого не ожидали. Дарук может даже рассказать Ифакату о своих изображениях. Ифакат, которая сначала отреагирует на это, вероятно, захочет использовать эти изображения для своей мести. Тогда Ифакат расскажет Даруку, что нужно сделать, и сделает так, чтобы эти изображения увидели все в неожиданный момент. Даже если Ифакат не поможет Даруку в этой части, Дарук отомстит Карханам, используя только эти изображения, если это необходимо. Ифакат, с другой стороны, попытается заставить Карханов заплатить за изгнание из особняка, воспользовавшись такими людьми, как Дарук. Но, конечно, Ифакат никому об этом не расскажет. Другими словами, что бы ни делала Ифакат, она будет стараться делать это тайно и совершать свои действия так, чтобы никто об этом не знал, особенно Халис Ага. В то же время Ифакат попытается отомстить за то, что ее выгнали из особняка, а с другой стороны, она будет планировать, как вернуться в особняк. В этой части откроется тайна, которая, возможно, расширит историю персонажа Ифакат в сериале и не позволит ей покинуть сериал. Тот секрет, о котором мы уже давно рассказываем на нашем канале, заключается в том, что Абидин – сын Ифаката. Однако, пока я думаю о том, как связаться с особняком и как снова вернуться в особняк, развитие событий, связанных с тайной об Абидине, изменит ход событий. В связи с связью между Ифакатом и Абидином ближе к финалу сезона Ифакат вернется в особняк. На самом деле, возвращение Ифаката в особняк может даже стать финалом сезона. Другими словами, Ифакат скажет, что она вернулась, чтобы поддержать Карханов, и Халис Ага должна ее простить. Одной из главных причин этого может быть то, что в сериале произойдет шокирующая смерть. Таким образом, хотя Ифакат, который вернется в особняк, хочет снова взять его под свой контроль, некоторые события из прошлого выйдут на свет. По этой причине Ифакат, возможно, узнает, что у нее есть сын, и попытается выяснить, Абидин ли этот сын или нет. Как я уже сказал, этот сценарий может дойти до финала сезона. Таким образом, дверь к этому вопросу может быть открыта в финале сезона, а основная тема может быть начата в новом сезоне. Итак, как вы думаете, Абидин действительно может быть сыном Ифаката? Пожалуйста, не забудьте написать свои мысли по этому поводу в разделе комментариев. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео. Ben sizin ilişkinizi pek anlamıyorum Seyran ya. Yani böyle birbirinize deli gibi aşık mısınız? Nefret mi ediyorsunuz? Ben senin için bütün dünyayla başa çıkabilirdim ama seninle çıkamadım. Ben onu kurtarmak için elimden geleni yaptım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Yemin ederim sana. Поправится ли Сейран? Вернется ли Ифакат в особняк? Что случилось с Акином? Или что-то случилось с Сейраном и Феритом? И какие шокирующие детали были упущены из виду в последнем эпизоде? Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, тем, кто желает Сейрану скорейшего выздоровления, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свой номер. Прежде всего, мы посмотрели серию, похожую на финал сезона, с большим количеством экшена и очень высоким эмоциональным уровнем. С похищением Сейрана дела пошли совсем не так.
Как будто этого было недостаточно, Ифаката также неожиданно выгнали из особняка. Гульгун также совершил предательство, которое шокировало всех. Эпизод закончился на захватывающей ноте. Так кого же застрелили в последней сцене? Как он и обещал Сейрану, Акын всадил в свой пистолет 2 пули, и когда он собирался выстрелить сначала в Сейрана, а затем в себя, он сдался, когда Ферит защитил Сейрана. Но затем, по настоянию матери, Акын снова поднял пистолет. В этот момент прозвучали 2 пули. В этот момент с Сейраном и Феритом точно ничего не случится. Так что ни Сейран, ни Ферит не будут расстреляны. Человек, снятый в этой сцене, скорее всего, Акын. Как только Акын снова поднимет пистолет, Абедин догонит их. На самом деле, в этой части Казым, возможно, сам приставал к Акыну, как и обещал Эсме. В этот момент Акына обязательно застрелят. Но неясно, умрет Акын или нет. Я думаю, с матерью Акына в этой сцене ничего не случится. Потому что противостояние Мизиди и Хаттуча мы еще не видели. Итак, так же, как Акын собирался застрелить Сейрана и Ферита в этой сцене, Казым или Абедин застрелят Акына, схватят мать Акына и увезут ее. Затем Ферит отвезет Сейрана в больницу. В этой части с Сейраном ничего не случится, а ближе к концу эпизода Сейран даже поправится. Но после того, как Сейран выздоровеет и откроет глаза, ее страх продолжится, и Сейран не придет в себя еще несколько серий. Потому что мать Акына пытала Сейран и в конце сделала ей тяжелую инъекцию. Поэтому потребуется некоторое время, чтобы Сейран вернулся в прежнее состояние. Даже после того, как Сейран вернется домой, ее страхи продолжатся, и ей начнут сниться кошмары. Но в этот момент Ферит поддержит Сейрана, и они вместе вылечатся. Я также думаю, что после выздоровления Сейран тема ее беременности будет обсуждаться постепенно. Возвращаясь к Акыну, я думаю, что сценарий Акына в сериале закончен. Потому что Акын отомстил и дяде, и матери. По этой причине я думаю, что Акына убьет Абедин или Казим. Таким образом, персонаж Акына попрощается с сериалом. Но я думаю, с матерью Акына ничего не случится. Потому что, как я только что сказал, мы еще не видели противостояния Хаттуча и Мизиди. По этой причине, после смерти Акына, Мизиди в последний раз встретится с Хаттучем. Затем, в схватке между этими двумя, имя попрощается с сериалом, умерев. Так что даже если Акын умрет, эта проблема не закончится, пока жив Мизиди. Как я уже сказал, этот инцидент закончится противостоянием Мизиди и Хаттуча. В этот момент Мизиди может убить Хаттуча, чтобы отомстить за своего сына, или Хаттуч может устроить Мизиди мучительную смерть после того, что она сделала с Сейраном. Как вы думаете, умрет ли в этот момент Хаттуч или Мизиди? Пожалуйста, не забудьте написать свое мнение по этому поводу в комментариях. Также одним из самых ярких персонажей эпизода стала Кая. Потому что Кая ощущала свою поддержку, находясь рядом с Феритом и его семьей. Но, к сожалению, Кая тоже запачкал руки. В последнем эпизоде Кая убила кого-то, защищая Абедина. По этой причине в некоторых эпизодах будут проблемы в этом отношении, и теперь мы посмотрим совсем другой сценарий Каи. На этом этапе в отношении Каи могут произойти неожиданные события. В нашем предыдущем видео мы уже делились с вами своими мыслями о Кае и ее будущем в сериале. Вернется ли Ифакат в особняк? Но в самый неожиданный момент Иката фактически выгнали из особняка. На этот раз Халис Ага не пощадил Ифаката, пойманного вместе с Шехмузом. По этой причине он изгнал Шехмуза и Ифаката из особняка. Хотя Ифакат сразу же находит убежище в Фортуне, Шехмузу не удастся так легко сбежать. Шехмузу придется заплатить за то, что он сделал в нескольких эпизодах. Тогда Шехмуз захочет причинить вред Карханам ради общения. Несмотря на то, что Ифакат находится за пределами особняка, на этот раз она будет более осторожной, чем раньше, и будет делать неожиданные шаги. Но я думаю, что эта часть, вероятно, станет причиной чьей-то смерти. После этого Ифакату очень трудно вернуться в особняк. Однако есть вероятность, что Ифакат сможет вернуться в особняк со сценарием, который я объясню в следующем видео. Об этом сценарии, которого вы нигде не найдете, я подробно расскажу в нашем следующем видео. Наконец, не забудьте написать в разделе комментариев свои вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы я ответил в нашем следующем аналитическом видео. Итак, на эти вопросы я подробно отвечу в следующем видео. И как вы нашли этот последний эпизод? Пожалуйста, не забудьте написать свои мысли по этому поводу в разделе комментариев. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV.
Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео. Sen bu ailenin kökünü kazımaya mı niyet ettin? Söyle, amacı nedir? Çocuk gibi o hala. Deliliği, öfkesi, kıskançlığı. Bizim de bunca yıllık bir görmüş geçirmişliğimiz var değil mi Halis Ağa? Yalvarırım yardım et. Yalvarırım yardım et. Покинет ли Кай сериал? Почему мы до сих пор не видим Невра в сериале? Случится ли любовь Абидина и Суны снова? Что произойдет между Даруком и Асуманом? А ответ на самые любопытные вопросы, которые вы задавали в комментариях. Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем приступить к нашему видео, тем, кто хочет увидеть радостные события в сериале, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы узнали свой номер. Во-первых, начнем с Каи. Персонаж Каи в последних сериях оторвался от Суны, а затем двинулся к Пелин, что вызвало бурную реакцию. Это привело к тому, что персонаж Каи также может попрощаться с сериалом. Итак, покинет ли Кай сериал, как и ее мама, в конце этого сезона? Как известно, героиня Нюхит несколько серий назад поехала в Америку лечиться из-за проблем со здоровьем. Таким образом, актрисе, сыгравшей роль Нюхит, пришлось покинуть сериал. Потому что сценарий Нюхета не удалось объяснить так, как хотелось. По этой причине сценарий Нюхета был приостановлен. По этой причине был написан сценарий поездки героини Нюхит в Америку, и ее история в сериале прервалась. Но Нюхит вернется в следующем сезоне исцеленным. Однако неясно, будет ли в сериале его сын Кая, когда он вернется. Потому что, когда любовь Каи и Суны закончилась, и Пелин воспользовалась возможностью, чтобы сблизиться с Каей, ее любовь к Кай-Сун тоже полностью закончилась. Итак, любви Каи и Суны в сериале мы больше не увидим, ни в этом сезоне, ни в следующем. Суна уже отказалась от развода с Каей, чтобы остаться в особняке, и этот развод, вероятно, не произойдет в ближайшее время. Но ситуация может измениться в конце сезона. Итак, поскольку Кая покинула сериал в конце сезона, они с Суной, возможно, тоже развелись. Таким образом, для любви Суны и Абидина снова готовится основа. Но прежде чем Суна в последний раз влюбится в Абидина, в игру вступит сценарий безумия, о котором я всегда упоминал. Суна совсем сойдет с ума из-за своего недавнего брака с Каей. Затем мы снова увидим любовь Апсуна, поскольку Абидин поддерживает ее и пытается исправить. Это означает, что брак Абидина и Айшен не состоится до конца. Кая вернется в Лондон после развода с Суной. Конечно, и для Каи можно написать сценарий смерти. Так что Кая может оказаться в числе тех, кто неожиданно попрощается в конце сезона. Таким образом, Нюхит может вернуться в сериал ради мести Каи в 3-м сезоне. Итак, хорошим сценарием мести можно считать персонажа Нюхит. Еще до начала этого сезона говорили, что Нюхит будет худшим персонажем в сериале. Даже Ифакат остался бы нормальным человеком рядом с Нюхит. Но с изменением сценария это мероприятие в этом сезоне было отменено. Так что я думаю, что в следующем сезоне мы увидим, насколько плох на самом деле может быть Нюхит. Что произойдет между Даруком и Асуманом? Любовь Асумана и Дарука развивается по ходу эпизода. Но, как вы знаете, Дарук пользуется Асуманом. Он даже записал на камеру изображение себя и Асумана. Отсюда мы уже поняли, что Дарук был человеком со скрытыми мотивами. В этом эпизоде, после похищения Сейрана, Дарук также попал в число подозрительных имен и был задержан, как и Сёртер. Фактически самого Дарука схватили силой и подвергли пыткам. Но Дарук действительно ни в чем не был виновен в отношении Сейрана. По этой причине Дарук захочет привлечь Карханов к ответственности за это после того, как инцидент с Сейраном закончится.
Таким образом, Дарук будет и дальше развивать свои отношения с Асуманом и использовать свои образы с Асуманом как отличный козырь. Я думаю, что Дарук, который захочет использовать эти изображения только для того, чтобы угрожать Асуману в этой части, теперь будет использовать эти изображения, чтобы нанести ущерб репутации Кархана. Таким образом, Дарук захочет отомстить Карханам этими изображениями. На самом деле актер, играющий персонажа Асумана, сказал об этом сценарии следующее. Другими словами, в этот момент персонажи Асумана будут ждать опасные и сложные события. Асуман столкнется со своей семьей из-за Дарука. Но несмотря ни на что, Асуман не откажется от Дарука легко. Так что любовь Асумана и Дарука пока продолжится. Что касается Невра, то, как я уже говорил, персонаж Невра покинул сериал и пока в сериал не вернется. Поскольку в сериале теперь будут рассказываться о событиях таких врагов, как Акын и его мать, Сёртер и Дарук, времени на Невру будет не так много. По этой причине персонаж Невра в этом сезоне больше не появится. Однако в следующем сезоне в этом плане могут произойти разные события. Более того, если Пелин покинет сериал навсегда в конце этого сезона, то есть если Пелин умрет и попрощается с сериалом, то мы сможем увидеть возвращение Невра в следующем сезоне. Но, как я уже сказал, Невра закрыла этот сезон. Поскольку актриса, сыгравшая роль Невра, уже покинула сериал, увидеть Невра в сериале мы пока не сможем. Не забудьте написать самые любопытные вопросы в комментариях. Итак, в следующих видео я отвечу на ваши самые любопытные вопросы. Итак, как вы думаете, Кая действительно сможет покинуть сериал? Пожалуйста, не забудьте написать свои мысли по этому поводу в разделе комментариев. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео.